остановились на том, что вы разговариваете со старостой, да, он вас приглашает. Ну, собственно, он говорит вам о том, что за разборку с бандитами, если вам удастся их уничтожить или ослабить, он готов вам заплатить 200 золотых монет за это. Понятно. А как нам 200 делить на троих? Мы подумаем об этом чуть позже. Знаете, я думаю, что по факту, когда если вам действительно удастся с ними разобраться, я думаю, что вы можете рассчитывать на премию. Классно, спасибо. А я прослушал, какая там сумма была? Это 200 от одного старосты. Ну там нам еще таверничек 30 обещал. Но об этом никто не знает. Но об этом никто не знает. Так, погодите, а 200 каждому? Нет, на троих. Эх, я уже размечтался. Ну ладно, давай. Ну, берем заказ, наверное, нет? Maybe. Ну да, еще нет-то. Ну только, соответственно, он нам обещал премию, поэтому да, мы говорим, что 200, конечно, мало, мы рассчитываем на премию. Вот, я думаю, что мы вернемся к этому разговору, когда вы вернетесь с победой. Хорошо. Так, чё, какие-нибудь ценные указания по поводу бандитов будут у вас? Что-нибудь интересное, какие-нибудь необычные данные, что-то такое? Я думаю, что с ними вообще я бы не рекомендовал связываться. Это очень опасные ребята, и более того, их очень много. И, очень судя много. по всему, они действуют все сообща. То есть явно, что у них есть какой-то лидер, их действия достаточно все скоординированы. У меня, к сожалению, нет никакой информации о них. Понятно. Ясно. Ладно. Да, когда вы выходите из ратуши, вы можете обратить внимание на доски объявлений. На этой доске еще пришпилены одна-две буквально объявления о награде. В частности, там сказано о проблемах в районе колодца Старой Совы. Там сказано, что тому, кто разберется с чертовщиной, которая там творится, обещаются 100 золотых от правительства этого поселения. И также написано о том, что проблемы в районе вершины Виверны. Там написано о том, что пропадают люди, что предыдущие искатели приключений, которые прибыли в этот город, они, собственно, пошли на это задание, на то, чтобы разобраться с местными гоблинами, и никто их там больше не видел. Вот как-то такой расклад. А награда за второе какая? Так, сейчас, секунду. Тоже 100 золотых монет. То есть у нас чисто теоретически может быть 430 максимум золотых. Нормально. То есть Вопрос чисто только, 200 у нас... вопрос только, зачем тебе деньги, потому что я еще не придумал, куда их тратить. Я тоже. Я придумал. В смысле, Ну, во-первых, вариантов я много. хочу спросить, у старосты, если мы еще, я, наверное, не особо смотрел на доску, я хочу у него еще вопрос задать. А есть ли у вас в городе какие-нибудь магические лавки? Ну, какая магия, сынок? Магия — это очень редко сейчас в наши времена штука. Это тебе не Neverwinter. Я бы рекомендовала вам заглянуть в магазин «Львиный щит» и к Эмилю Бартрену. У нас вот эти два торговца, они самые такие. Все, что есть, это все в основном мы у них, в общем, покупаем. Ну, с чего начнем? Я думаю, с разбойников. Да, я тоже думаю, с разбойников, да. Полностью поддерживаю. Пойдемте посмотрим, что творится. Юль, мы идем, в общем, в эту таверню.
Когда вы идете по улице, вы видели, ну, во-первых, когда вы разговаривали со старостой, вы видели на площади играющего маленького мальчика, который все ошивался вокруг да около вас, а теперь он перебежками где-то идет за вами по пятам, он подсматривает за вами, и в какой-то момент он вам из переулка просто, вы видите, как он машет вам рукой и подзывает вас к себе. Че, пойдем посмотрим? Куда? Погнали. Почему нет? Погнали. Мы, в общем, ну, я настороженно, ну, рука на секире, вот, и мы идем смотреть, что там такое. Маленький мальчик, черноволосый, с карими глазами, лет 7, улыбается и говорит, что «А мне вот никто не верит, что я нашел лагерь бандитов, а я на самом деле нашел. И а вы знаете, что там в полях есть такой лаз, как он выглядит, как заброшенная какая-то канализация. Я туда зашел, посмотрел, а там эта, в общем, штуковина ведет куда-то. Я дальше не стал идти, я просто услышал, я дошел до какой-то двери, и там были голоса, вообще какие-то, в общем, они обсуждали очередной налет и очередную пакость, что они сделают в нашем поселении. А мне никто не верит, говорит, что я все придумал, и что такого не может быть. И вообще называют меня маленьким врунишкой. А я говорю, что я видел. Я всем рассказываю, все наши только отмахиваются. Я хочу на проницательность кинуть. Давай. — 23. Нормально. Тебе кажется, что этот малыш, он слишком наивен для своих лет, для того, чтобы вести такие речи, стоя посреди улицы. Однако, да, твой взгляд, в его словах может быть доля правды. Потому что ты помнишь, полагаясь на свою житейскую мудрость, что все вы когда-то были несмышленными детьми, и вы всегда, когда хотели показаться взрослыми и что пытались им что-то сообщить, как правило, все взрослые от вас отмахивались. И слова маленького мальчика в мире взрослых обычно ничего не значат, и порой очень даже зря. Так, окей, мальчик, здорово. Давай тогда так сделаем. Вот смотри, на тебе 10 серебряных монет. Вот. Сейчас О, спасибо, добрый господин. Вот, купишь себе конфетку. Да, погуляй пока с нами, а мы сейчас дойдем до таверны, там пообщаемся, а потом пойдем с тобой, покажешь нам. Это в какую таверну? Это к тем вот этим, это который спящий великан? Да, туда. Нет, пожалуйста, я не хочу туда идти, ну, пожалуйста, не заставляйте меня. Рядом постоишь, не заходи, рядом постоишь где-нибудь. Я не хочу рядом, там много страшных дядек, Где тебя которых... можно найти? Эти дядьки меня чуть не поймали, когда я их выслеживал. Я их боюсь, они Где тебя- знают, что они меня надо Где убрать. тебя можно найти будет тогда? Скажи нам, когда мы оттуда вернемся. Я сам вас найду. А ты нам можешь, ну, как-нибудь там на карте или как-то отметить место? Я буду нас нет дома, я буду у себя дома. Это ферма А где ты? Одерлиф. Хорошо, Это- договорились. Мы тогда сейчас сходим и к тебе придем. Проводишь нас, хорошо? Хорошо, приходите. Спасибо за монетки. Я куплю себе сладостей. Вы Хорошо. хорошие, я всегда это знал. Хорошо, спасибо. Он Я вам- улыбаюсь всеми клыками. Ты знаешь, малыш немного так отшатывается от твоих клыков, но все-таки перебирая, знаешь, горстку серебряных монет, которые ты дал, он такой кивает, улыбается и убегает просто от тебя. Беги, Форест, беги.
Ну, он вам схематично показал, рассказал, что его ферма находится, в общем, на задворках от ратуши. Ну, скажем, если от... В общем, его ферма, она самая близкая... Сейчас. Самая юго-восточная. Вот. В этом Ага. поселении. Хорошо. Че, господа, двигаемся дальше? Да, Да. идем в таверну. Да, двигаемся дальше. Какое-то время вы идете к таверне «Спящий великан». Уже на подходе в таверну она находится... Да. Вот, собственно, это она, да. Понятно. Окей. Да, на подходе к этой таверне вы замечаете несколько человек, которые стоят пристально. Они стоят по одному в разных концах улицы, пристально смотрят на вас. Так, окей, господа. Секунду, я условно могу кинуть на проницательность, чтобы понять, желают ли они нам зла или нет. Да, бросают, Скорее- конечно. Скорее на внимательность, может, не на проницательность. Ну, скорее здесь проницательность, потому что ты Хорошо. пытаешься понять. 21. Знаешь, судя по их виду, они скорее каждому не желают ничего хорошего. Вот. И на вас они смотрят с мыслями, что бы у вас при себе могло бы быть такого ценного, чем можно было бы поживиться. И они так оценивают, стоит к вам подойти прямо сейчас, или это можно сделать попозже. Но однозначно об их намерениях и взгляд говорит достаточно много. Господа, у нас есть два варианта. Либо мы идем дальше, либо мы этих чикаем и идем дальше. Ну вот этот вариант меня очень сильно заинтересовал, так как с информацией, что намерения их нечистые, Да это и так было понятно, собственно говоря. Тут Ну, как бы не надо просто быть... нет, просто если мы условно зайдем в таверну и они нас в клещи Да, возьмут с улицы, то плохо будет. Вопрос в чем? Если мы пойдем в таверню и я замучу с Арчихой, то мы договоримся. Если мы пойдем в таверню и я не замучу с Арчихой, мы не договоримся и придется всех чикать. Вот. Тут вот от этого все зависит. Просто если мы сейчас начнем их чикать, то я точно ни с кем не договорюсь потом. Арчиха ими вообще, она ими не управляет. Ну да. Это просто, это наверно. чувих, который сидит в своей забегаловке и принимает всех этих чудиков. Ну ладно, Даже- ладно, давайте их чикать, уговорили. Вот, то есть условно... Мы прям видим, что они, ну, хотя да, не буду. Это прям бандиты. А они вместе стоят, Юль, или как? Они Они рассредоточены вокруг таверны, то есть таверна стоит, ну, можно сказать, ну, как, там идет дорога, да, как бы, и они около этой таверны стоят, ну, в общем, они рассредоточены в радиусе, так, футов 20 друг от друга. сколько мы их сейчас видим? Но Трое, да? вы сейчас отчетливо видите, что 4. Четверых. А они друг друга видят? Да, их все прекрасно знают. Такое ощущение, что Селину кажется, что они здесь не то чтобы случайно, ощущение, что они каждый стоят на своих точках и дежурят. Это плохо. Потому что если они все стоят и дежурят на своих точках, это значит, что у них есть конкретная, так сказать, цель эту таверну сейвить. А если у них есть определенная эту таверну сейвить, то если мы начнем условно с них, то к нам из таверны, из этой с очень высоким шансом выбежит кто? Правильно, целая толпища. А у меня есть идея. Ну, что Так, им Юля, делать? они нас уже видят, да? Да, они вас наблюдают и очень даже пристально. Я понял. Окей, у меня есть идея. Так,
Давайте-ка мы отойдем буквально, ну, за несколько домов. В общем, Юль, мы отходим за несколько Ага. домов от них. Да, Назад. хорошо, хорошо. Да. Я хочу найти того мальчика, который убежал. Ну, вам нужно тогда пойти ближе к таверне, ближе к его Ферме. ферме, да. Потому что он Да, убежал Ферма я туда. правильно обвел, да? Да, все верно. Всё, Да. тогда. В общем, господа, план какой? План какой? Я дам ему денежек еще немножко. Он этими деньгами перед ним посветит, они за ним побегут, а мы их потом там почикаем за домами. Что-то у меня есть ощущение, что ребенок недоволен Смотрит будет. вот таким взглядом. Прям побегут. А почему нет? Они там явно наживу ищут. Я Или смотрю- он может сказать то, что он их видел. Я смотрю таким скептическим взглядом, таким. Да Как уж, план? бедный мальчик. Как вам план, господа? Ну, мальчика жалко. Мальчика жалко, да. Мальчик-то это нормально, живой будет. Да мне кажется, он не побежит туда. Он же Циклон. Да он просто к таверне засал подходить Хорошо, какой-то. Юля, а там какие-нибудь бомжи есть? Ну, брось проверку на внимательность. Ладно. Какая у тебя внимательность, бонус есть, нет? Херовая. Херовая. Ну, 11. Юлия, нашел бомжей? Ты знаешь, что около таверны ты видишь, вы его сначала не заметили, где-то в куче с сеном, вы присматриваетесь, замечаете в грязи, в сене, очень мерзко пахнущего, такого пьяного, пропоистого вида человека, средних лет, с щетиной, который, в общем-то, не брился уже несколько дней, возможно, он где-то здесь лежал. Вот. Он пока вообще спит, и только такой храп громкий разносится, в общем-то, из того места, где он спит. А он около какой таверны? Около спящего великана. великана, да. Подожди, около спящего великана. Нет, нам надо где-то найти алкаша, чтобы они его не видели сначала. Где ты будешь его искать? А этот алкаш нам у другой таверни. У другой таверни его буду искать, не там. Вот. Нам надо алкаша у другой таверни. Слушай, ну я боюсь, что в этом поселении не так много алкашей, и Нет алкашей. самая подходящая таверна Что для... Ты что ты деревня, где там алкашей? Слушай, Такого ну, не бывает. по тому, где им могут налить выпить, это как раз скорее спящий великан, потому что в Стоунхилл это для более зажиточных горожан. Все-таки заведение. И вряд ли ты, по крайней мере, когда ты вчера и сегодня был на постоялом дворе Стоунхилл, ты не заметил вообще никого, кто мог бы тебя отталкивать хоть сколько-то. Да и, собственно, Понятно. кроме тех, кого вы видели, там особо-то больше никого и не было. А он прям около таверны, то есть они его видят и нас видят. Или где? Ну, скорее, он где-то в их периметре, ну как, обозрения, но они скорее относятся, ну, они на него вообще никакого внимания не обращают, это просто для них мебель. Ну, я с 30 футов могу его незаметно позвать. Так скажем. В общем, нам его надо отвезти туда, где они его не будут видеть. И чтобы они не видели, что мы взаимодействуем. Как это сделать? Ну, придумайте, сделайте что-нибудь. так это мы не у Юли должны спрашивать, так это... Это я у вас Быстрее спрашиваю. их развить. Это я у вас спрашиваю. Ну, Я предлагаю нахер эту мороку, просто давайте, Да. короче. Ну Есть давай, шутки.
Да, ну можно, ну, давайте попробуем, как хотите, просто сейчас там еще поубегают. Я про то, что можно эти 4 почикать, а потом с остальными разобраться. Вот, тихонечко. А тихонечко не получится, если мы сейчас здесь резню устроим. Ну, ты можешь скрыть... Ну, хотя нет. Слушайте-ка, слушайте, а я придумал, ребят. А давайте вообще спалим всю эту богадельню. Я могу устроить. Отлично. В общем, смотрите, что мы делаем сейчас. Мы брикадируем дверь. Вот. И просто палим эту богадельню. Вот. Ты уверен, что, во-первых, там один выход, во-вторых, мы не сожжем всю деревню? Ну, слушай, у нас уже был не очень негативный опыт, конечно. И ты решил его повторить. У нас был негативный опыт. Слушай, подожди, дай-ка я... Сейчас, минуточку. На самом деле, мне кажется, что там достаточно далеко до домов. Ну, там вот соседние, вот там какая-то хибара, может, пострадает, но вот это и сарайка. Ну, то есть, мне кажется, тут какими-то шальными разрушениями особо не пахнет. Вот. Мы можем попробовать. Вот я не знаю, я вот советуюсь, я думаю. Вот. То есть мы можем либо сразу поджечь эту богадельню, вот. Либо забаррикадировать и поджечь. Нет, я имею в виду либо забаррикадировать и поджечь, либо начать рубилову прямо здесь, либо зайти посмотреть все-таки, что там происходит. А если там есть люди? Ну, они наверняка там есть. Просто если они там есть, там наверняка не очень хорошие люди, которых не очень жалко. Вот. Я как Селин, как персонаж, да и вообще, в принципе, я максимально против поджога, потому что сама мысль о том, что деревня пострадает, меня максимально нервирует, и я против этой идеи. Ну, ладно, хорошо. Так, тогда у нас остается два варианта. Либо мы начинаем рубилу прямо здесь, либо мы пытаемся потихо убить этих товарищей, либо мы заходим и все-таки узнаем, что там происходит. В принципе, мы я считаю... можем узнать, что там происходит, и выйти оттуда. Ну, тоже логично. Давайте попробуем. Пошлите, посмотрим. Пошлите в таверну. Пошлите. Ну, в таком случае вы под пристальным взглядом ваших сопровождающих, я бы сказала, поскольку пока вы стояли, совещались, скажем, насколько тихо вы разговаривали между собой, обсуждали свой план. Ну, конечно, В дома отошли. Давайте, бросьте проверку на скрытность. Все втроем? Скрытность — это мое второе да. имя. Да, все втроем. Скрытность — это мое Пусть второе будет имя. массово. Вы чё? Я мастер скрытности 9. Нет, у вас 12, у меня 9. У меня желтый кубик. А, да? Ага. Окей. У меня 3. Ну, Это с учетом ваших бонусов? у меня с учетом бонусов, сейчас скажу. У меня с учетом бонусов 11. У меня 14. Мгм. У него 3. У меня 14. Скажем так, пока вы стояли, совещались, в целом вы старались говорить тише, так, чтобы они вас не слышали, однако периодически кто-то из вас, когда вам какая-то идея нравилась, какая-то не нравилась, вы очень бурно, эмоционально реагировали и не могли не привлечь внимание этих странных людей, которые явно напрягали слух, чтобы прислушаться к вам. Однако, в общем-то, они, видимо, стояли достаточно далеко от вас, и, скорее всего, они мало что могли услышать. Вы беспрепятственно заходите в таверну. Я с секирой наготове захожу в таверню, если что. Когда вы открываете дверь, вы,
Ну, вообще в таверне сейчас достаточно много людей, около 7-8 человек. Они все до этого достаточно громко пили, гуляли. Был звон каких-то тарелок, какой-то гул такой толпы. Но когда вы зашли, когда вы открываете дверь и появляетесь на пороге, просто вся таверна в один момент замолкает. И все прям поворачиваются прям явно на вас и смотрят. И никто не произносит ни звука. А можешь, пожалуйста, людей описать? За прилавком стоит достаточно устрашающего вида женщина в теле, роста 7 футов, в ширину она около 6 футов также, в общем-то. Квадратная женщина. Прекрасно. Люблю квадратные женщины. Не, ну просто... У нее нет одного глаза, вместо него у нее повязка. На голове ее вы видите растрепавшийся рыжий ирокез. В ее носу кольцо. Ее руки в татуировках. На одной из рук у нее кастет. И она, собственно, пока протирает тарелки и пристально смотрит на вас. Я бы на твоем месте задумался бы еще раз, прежде чем с ним мутить. Нет, я хотел узнать, при оружии ли люди, которые пьют. По виду, ты знаешь, публика здесь достаточно разная. Они... Ну, есть мужчины, есть женщины, однако мужчин больше, женщин здесь 1-2 всего. Они все достаточно такого грубоватого вида, видно, что это не самые сливки общества. Из всего прочего ты можешь видеть, что у них есть общая деталь. Это плащи с красным подбоем. Понятно. Я, значит, тогда подхожу к барной стойке и говорю: «День добрый. Мне сказали, что тут есть прекрасная леди, с которой очень бы хотелось познакомиться. Я смотрю, что это вы». Знаешь, она так смотрит на тебя, она просто, знаешь, так набирает в грудь воздуха, смачно сплевывает на полотенце и протирает одну из тарелок. Это какое? Но я здесь женщина. Что надо? Вот ходит легенда о вашем гостеприимстве. Мы пришли, собственно говоря, вот именно посмотреть на вас, на ваше прекрасное заведение. Она, знаешь, она так опирается на барную стойку, так что барная стойка под ней проседает просто сантиметров на 20, просто она вот так вот. И она такая: ну смотри, знаешь, у нее ее бюст вываливается практически вот на эту барную стойку. Он просто очень огромный. Ну смотри на мое гостеприимство. Че пить будешь? Заказывай, красавчик. Смотри, ну давай, скажи, что любишь, куплю выпивки тебе и себе и пообщаемся. Ну что, если не шутишь, ну давай Грога мне покрепче, нашего фирменного. Отличный выбор. Да, мне тоже Грога и моим друзьям тоже. В общем, всех угощаю. И я снимаю капюшон с плаща и принимаю максимально такое, знаешь, лицо готовое льстить. Ты знаешь, когда ты это делаешь, она смотрит на тебя, такая: чувачок, сделай лицо попроще.
Мы здесь все свои, ты что, не видишь, что ли? А этот кто с вами? Долговязый с палкой в руке. Я ему тут явно не рада. Но сейчас я попрошу ребят, его быстро спровадят. Не надо, он с нами. Он будет молчать. Она так оглядывает вас своим единственным глазом. Что-то плохих вы друзей, каких-то подозрительных. Больно он какой-то... Не нашего он сорта. Не место ему. Вот, пусть идет на другой конец Фандалина. И, пожалуйста, там к этому дварфу заселится. С ним пусть нянчится. Красотка, У не меня мешай здесь... моих друзей. Так и на высоком мы здесь не подаем. Няшка, топай отсюда. Ну, в общем, давай тогда мне 2, я его все равно угощу. Вам же надо денег заработать, вот, и, соответственно, не все ли равно, кому вам продавать? И то верно. Ну, валяй. Она идет, наливает вам. Вы видите, как она берет в руки сомнительной чистоты стаканы, наливает в него выпивку из такого бочонка, раздает вам стаканы. Тот стакан, который предназначается для Селина, она отдает его Яргусу, и перед тобой Яргус ставит 2 кружки таких. Ага. Ну, я одну кружку отдаю, соответственно, Селину. Пока вы все это Я- делаете, да? Я беру стакан в руку, смотрю на сомнительного вида пойла и... Я говорю тебе в этот момент в голове: надо пить, извиняй. Я смотрю на этот стакан с максимальным презрением, но пока что не пью. Вы видите, как Грелха наблюдает за Селином, так, знаешь, она пристально этим глазом прям практически ввинчивается в тебя. В это время один из посетителей, достаточно такого залихвастского вида, на нем такой же плащ, как и на остальных. Вы видите на нем, не знаю, такую красную рубаху, расстегнутую, перевязь кожаную, вот. Он подходит к Селину, говорит: слышь, браток, ну чё, давай, кто больше выпьет, наспор? Забьемся. Я поворачиваю голову и свысока смотрю и говорю таким презрительным голосом: друг мой, ты бы шел отсюда пока целый. Ты видишь, он просто такой ха-ха-ха-ха-ха, просто, знаешь, такой: вы слышали, что он мне сказал? Ты говоришь, что я тебе друг. Да какой я тебе друг? Драный петух тебе друг. Эй, давай, посмотрим, ребята, что у него в карманцах там завалялось, у этой няши. Ну что ты нам сделаешь? Ну иди сюда, няшечка наша. И с этими словами... Кто будет докапываться моих друзей, будет иметь дело со мной, говорю я, поглаживая свою секиру. Они такие смотрят: ну что, посмотрим, какого цвета у вас кровь. Бросайте на инициативу, ребята. Ничего, надо было поджечь гаденью. А мы... Отлично, благодарю. А где мы? Сейчас будете. Сейчас, главное, Я вас должен не спалить перепутать. гаденью. Изначально, и все, нафиг. Подожди, а чё, это барменша, она за нас должна быть? Что? Барменша за нас должна быть? Барменша? Обольщал.
Так, подождите. Один- Сейчас я вам Я- управление. Подождите. Да, я что-то пока не могу управлением прокрутить. Сейчас я вам настрою всю секунду, дайте мне. Давай. Ух ты, ничего себе там орк, конечно. Главное мне не перепутать. Кто есть кто из вас? Так, попробуйте сейчас каждый из своих персонажей. Удается вам? Меня Я вообще нету, Только по-моему. поменяйте А у меня- на... Вы сейчас кто-то рисовалкой, вам надо кисть поменять на Да-да-да. Ctrl-S. А как инициативу говорить? Вот как оно поменять? А. Слева... Чё, Так. Да. Так, ну что, Всё, давайте, вот что у тут нас вот с я смог. инициативой? У меня 16. 14. Так, 20. 20, 14. Так, Виталий, 20... у тебя плюс. Прибавляй, не забывай. У него 0. Че, 20 плюс сколько? плюс 0. Так, Если плюс Селин, 0. то... Так, Селин 20, да? Да. Так, 16 у кого? У меня меня. сейчас на 14. Яркус. Угу. Так, и их я, пожалуй, разделю на две группы, что ли, чтобы они не все одновременно ходили, а, скажем. А где тут вход? Сейчас расскажу. Они, собственно, так и получается, что они все одновременно ходят. Судя по инициативе. Так, ну ничего, тем будет веселее. И они, мне кажется, рядом с Фирбулгом должен один из бандитов стоять. Ну так оно и есть. Сейчас мы всех расставим. Отлично. Так, выход. Давайте я вам помечу. Ну, давайте выход условно будет вот здесь. Вот. Видно, да? Ага, Ага. видно. Видно, да. Так, Понятно. ну что, давайте. Первым тогда ходит Селин. Ребят, а может быть вы все-таки начнете жечь что-то погодили, мы пока будем к выходу прибираться, как думаете, или что, или драться будем? Что думаете? Да давайте. Ну, я Так, ребят, не в бою знаю. у вас есть время только на какие-то, ну, прям у вас 6 секунд на бой, да? Вы понимаете, что вы, Да, хорошо. если что-то говорить, то это очень быстро, потому что если вы начинаете устраивать совещание, я буду засчитывать это за действие. Хорошо. Ладно. Я протягиваю руку к человеку, который ко мне подходил со спором. Ага. Буквально прям прижимаю эту руку к его сердцу, Ага. и из моей руки хлыщет такая темная энергия. Это нанесение ран, урон некромантии. Ого. Так, что с меня? Ладно. С него. Это... Это сейчас скажу. Бросок на попадание. Да, на попадание. Тогда это ты делаешь. Что там, мне скажите, я не вижу еще. У меня задержка. 1. Первая единица в игре, ребят. А, Ой. Я думаю, сейчас Ты прилетит знаешь, 3К10. ты такой мой, говоришь угрозой, сейчас я тебе тут прикладываешь руку к его сердцу, и ты понимаешь то, что ничего не происходит. Он так стоит, ухмыляется. Чё, понравился я тебе, няшка, да? Хочешь поближе познакомиться? В это время... Так, ты будешь еще что-то делать в свой ход? Я немного отойду. Ты знаешь, здесь тебе придется он... Дело в том, что он положил свою руку
ну, на твою, и он сейчас ее просто с силой прижимает, поэтому это будет считаться как захват, и тебе придется сделать проверку ловкости, чтобы высвободиться. Как он положил руку? Он вот так вот, типа, вверх протянул руку? Нет, Селин ему свою руку на его сердце положил, а он просто своей, ну, как бы вот так прижал и не дает высвободить, просто, ну, как бы держит. Окей. Мгм. А куда ты собираешься вообще двигаться? Я хотел чуть-чуть назад отойти, потому что тащить-то тут явно должен не я. Так, ну ладно. В таком случае... Мой ход окончен. Так, ты не будешь тогда отходить, да? Нет. Ага, есть. Дальше Яргус. Дальше Яргус. Так. Окей. Так. Сюда вот. И бью товарищ, который стоит справа от меня. Сейчас, подождите, я вам прям секундочку, я вам какую-нибудь поинтересней музычку включу. Так, Сейчас будет... сейчас посмотрим. Так, не то. Вот. А вот это у меня заиграло, представляете? В наушниках. Вот так вот. Убавь немножко, Юль. Да, сейчас, секунду. А у меня вообще не играет. А это потому, что Ну. меня заиграло. Оно как-то выборочно. Вот, сейчас заиграл. Да? Ага. Ну все, шикарно. Для настроения. Сменим обстановочку. В общем, я атакую товарища, который стоит справа от меня. Так, подожди, это который... Это который Селина. Справа. Который рядом с Селином, да? Давай, Да. принято. Окей. На попадание. Ага, Я впадаю в ярость вначале. Вот. принято. Я впал в ярость и кидаю на попадание. 18 плюс 5. Однозначно попадает, давай наноси урон. Так. Ты прибавляешь свои новые модификаторы от новой секиры, да? Да. Соответственно, давай. так. Подожди секунду. Так. 14 тогда получается, я так понимаю, да? Почему? А ты не пятерку прибавляешь? Ну, точнее, уже шестерку, наверное. Ну да. Ой, да, нет, да, нет, да, нет, нет, стой, сейчас. У тебя от ярости 2 балла к урону, правильно? И 3 должно быть от силы, правильно? Всего 5, да, еще да, плюс да, от секира 6. 6, значит. Да. Плюс Ага. 6, да, 16. 16 урона. Так, сейчас. Да, здесь. Он выглядит сильно раненым. Так, сейчас великая математика. Хоть столбиком вычисляй. Сейчас, ребята, я открою реально калькулятор иначе. Чтобы не тупить. Так, Не, ну единица на мою ячейку, это, конечно, да. Это печально. нормально все. Ты видишь то, что секира Яргус практически отрезала ему руку. И он сейчас истекает кровью. Он меня в захвате больше? Но как раз, кстати, Яргус отрезал ему ту руку, которую он прижимал к себе Шикарно. руку Селина. Да, так что Селин теперь не в захвате. Яргус, будешь ли ты еще что-то делать? Так а что, я все использовал. Ага. Доп. Действием впал в ярость и ударил. Но у тебя Вот. перемещение есть еще. Ну нет, я Ну, говорю, ребятушки, ну я же предупреждал, что кто их тронет, будет иметь дело со мной. Вот, Ага. подходи по одному. Нахт, что будешь делать ты? Отлично, я встаю вот сюда вот, перемещаюсь чуть-чуть. Ага. И на разбойника, который... в месте, где... в месте, где стоит разбойник, который Ну, которого ранили, да? Да, которого ранили, который агрессивно общался с Селином, прям под ним возникает костер. Так, и А, что ему? Спас бросок ловкости от разбойника.
Мгм. Ты все-таки решил спалить эту богадельню. Ну, я решил. Но этот костер, он пока, ну, да. Почему нет? У него 8. Это ну, типа, не прошел он. Ага. Урон? Я не то бросаю, простите, я не то бросил. Я Ничего сейчас страшного. переброшу. Я должен бросать 1d8. Мгм. Это 8 урона. Как ты хочешь это сделать? Я хочу, чтобы у него, знаешь, нижняя часть его тела прям начала прям буглиться. Обугливаться, и чтобы он, знаешь, так припал, чтобы прям он чтобы упал к ногам Селина. Так и происходит. Селин, ты видишь, как тот товарищ, который был несколько секунд назад очень бравым и просто приставал с какими-то подкатами к тебе, он сейчас просто, у него нет одной руки, он истекает кровью, под ним появляется пламя, его ноги горят, и он просто падает на землю, истекает кровью, он умирает. Это видит вся остальная братья. Давайте посмотрим, что они будут делать. Тот, который Если стоит... что, огонь остался. Да, я поняла. Ну, А в я общем, пока следи. рисую. Ага, видно, спасибо. Так, смотри, Яргус, тот, который сейчас ближе к тебе, который сидел около, ну, барной стойки, там, вот этой боковой, он сейчас бежит на тебя и пытается... Он обнажает свой меч, ты видишь, знаешь, это такая... Что-то среднее между мечом и кинжалом. То есть это такая короткая сабля скорее. Он пытается тебя наотмашь вот так вот прям зарезать. Так, что у нас с музыкой? Ага, все хорошо. Угу. Так, смотрим на попадание. Он однозначно промахивается, потому что на попадание у него всего 5. Кстати, Юль, у тебя на стриме почему-то сейчас картинка не идет. Ты знаешь, она почему-то тормозит. Я не могу сказать почему, потому что, ну, точнее, это у меня, ну, как-то. Вот сейчас нормально. Мне, видимо, как-то щас нужно, ну, в общем, я поняла, что надо делать. Мне периодически туда надо заходить и... Ну, в общем, неважно. Так, первый промахивается. Давайте я их как-нибудь пишу. 1, 2, 3 хотя бы, чтобы я их тут различала. Сейчас, буквально минуту. Ага. Так, второй подбегает. Ну, получается, что Яргус снова к тебе. Он встает рядом с предыдущим и пытается тоже тебя атаковать. Но также у них сегодня плохой день, у них ничего не получается. Те, которые сидели за барной стойкой, они по одному забираются с ногами на эту барную стойку. Сначала это делает один, потратил действие. Так, сейчас я его как-нибудь... Ну, давай вот так вот он. Сюда уходит. Так, четвертый. Вот сюда. Я тут. Да. Ах, они какие. Да. Вообще. А тот, который сидел вот здесь, он бежит сейчас. Так, его немножко тут Распастил. размазало, да. Так, а что у нас? Как у Он- нас дела обстоят, парни? Он бежит, Херово. он направляется к выходу. Ребят, его надо перехватить, он сейчас позовет, там еще 5 человек придет. Так, мне вопрос к Нахту. Твой огонь, он как он местный, и он не будет распространяться, или ты подпалил всю Смотри, таверну? само пламя, сам костер, который я создал, он местный. Но пламя поджигает все горючие предметы, ни на кого не надетые и никем не переносимые. Ну, то есть но- от него, получается, Подожди. может пол загореться в таверне? Пока он, я не знаю, будет он прям сразу гореть, но я в следующий ход могу убрать этот костер. Угу. Поняла. Принято. Ну, в общем, ты мне просто даешь знак, что поджигаешь ты или не поджигаешь, да? Да. Все это. Ага.
Так, ну мои все сходили, давайте теперь Селин, снова ты ходишь. Ребят, надо перехватить вот того товарища. Я кричу, я смогу создать под ним костер. Ну, слушай-ка, а ты можешь костер создать Двери где-нибудь? могу. на Сейчас я входе. посчитаю, сколько там футов. Да, на входе Раз, где-нибудь. так, раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9. Так, так, сейчас. Ну, Селин сейчас ход, да? Да, Селин. У нас что по хп? Все живы пока. Я фул. А меня, я так полагаю, били. Почему нет? Нет, никого еще не Нет, били. Ещё они, они нет. просто залезли на стол. Да. И там танцуют сейчас. Пьяные. Угу. В общем, я отхожу вот так вот на одну клетку и... получается, они все фуловые, да? Да. Потому что тот, кого мы коцнули, он уже помер. Да. Все так. Мгм. Хорошо, я использую... Я складываю руки в определенную печать. Ага. И разбойник, стоящий... Ну, вот этот разбойник, стоящий чуть ниже, чем наш воин, в его ушах постепенно начинает усиляться колокольный звон. Угу. Давай. Это спас бросок мудрости. Он его явно проваливает. Угу. Я сегодня плохо Так. бросаю. Так как он фуловый, я кидаю 1К8. 5 урона. Некромантия, если что. Ага, принято. Ты видишь, что он хватается за голову, и он начинает просто истошно кричать. Ему ощущается, что ему очень больно. Ты до него дозвонился. Давай, Яргус, теперь ты. Блин, ребят, с убегающим надо что-то делать. Я не делаю. Ну, типа, мой ладно. ход еще не настал. Окей, я бью товарища, который от меня подо мной прям стоит. Ага, принято. Которого сейчас Селин бил, да? О, Нахт. Подожди. Да. Селин, да? Селин. Селин. Да. атаковал. 20. О! Критик. 2 кости урона. Да, слушай, давай до свидания сразу, что тут? 18, Да. 18 и 15. Это все, Ну да, как да. ты хочешь это сделать. Вот. Я его бью секирой плашмя по голове, как я люблю, сверху. Пытаюсь сделать из него камбалу. Ты знаешь, мало того, что сейчас у него голова раскалывается, потому что только что у него в голове звучал какой-то потусторонний звон, он кричал, и ты в этот момент, когда он просто вопит на всю таверну от боли, ты просто плашмя секирой его размахиваешься и просто вколачиваешь в дно, в пол таверны, и он оседает, в общем, и на его месте сейчас просто лужица крови с каким-то непонятным месивом. Нахт, что будешь делать ты? Отлично. Смотри, костер, который... Костер, который был здесь, пропадает. Ага, принято. А вот в этом месте, вот здесь, в этой клетке появляется новый костер. И я так понимаю, там прям много вещей. Там вон тумбочка стоит, веревка Да. рядышком. Да. Я хочу, чтобы он вот прям перегородил ему путь. Так, сейчас, секунду. Это там, где... Ага, все, нарисовал, все, поняла. Там появляется огонь, я правильно поняла заявку? Да. Ага, есть. Так, ты будешь Это не еще все, что-то? это не все, Ага. Я могу вот сюда пройти. Я думаю, да. Ну тогда я прохожу вот сюда. Мгм. Даже знаешь, еще немножечко вот сюда даже, вот так. Ага. Принято. Хорошо. Так, вы видите, как все остальные... Грелха берет в руки самую большую
скалку, которая только у нее есть. С учетом ее размеров, знаете, эта скалка практически метр длиной, она такая огромная. И она направляется из-за прилавка по направлению к вам. Она делает это очень медленно и просто она кричит: «Кто посмел безобразничать в моей таверне? Сейчас я вам тут нападам, идите все сюда». Это твои ребята безобразничают, бей их. Мы хорошие. Так, в это время, ребята, тот, который стоит рядом с тобой, Яргус, он так смотрит на тебя, смотрит на своих товарищей, которые забрались сейчас на стойку, и он не решается убежать, хотя видно, что ему не по себе от того, что ты сделал только что с его товарищем, но он боится упасть в глазах своих других друзей, скажем так, и он встает на место первого. Давайте вот это я скрою пока куда-нибудь. Вообще пока уберем. Так. Сейчас, секунду. Саша Юль, на Твиче обнови страницу. Тоже ничего не видно просто. Ага. Нет, это не на Твиче, это нужно у меня вот здесь просто вот так вот всё сделать, да, кликнуть, подтормаживать. Все, вот почему-то. все видно. Так, он встает и атакует. Так, это 15 плюс 2, по-моему. Сейчас, секунду, я проверю на атаку. Нет, это плюс 4, это даже 19. Попал. Так, и на урон. На урон это... Вот столько. Это 7 единиц колющего урона. Он ухмыляется, он однозначно рад, что он наконец попал по тебе. Тот, который стоит на стойке, он спрыгивает вниз и пытается атаковать Селина. Селина, это Помолимся. 9 на попадание. Промазал. Отлично. Второй таким же макаром спрыгивает и подходит вот сюда, также атакует по тебе. У него чистая единица, он промахивается, попадает по своему другу. Нанося ему не везет просто. 6 единиц урона, это не у него царапает. В общем, тот удар, который он пытался нанести по тебе, он каким-то образом... Ты его, видимо, как-то обманул своими движениями, и как-то он начал размахивать и неаккуратно поцарапал своего товарища. Также спрыгивает третий, он также достает свой короткий меч, атакует. Ребят, у него тоже чистая единица, я не знаю, как это такое бывает. Нравится, как Юля сегодня кидает. Боже, как же нам везет, это просто. Юля отлично сегодня кидает. Хорошо, что Так я не играю вместе с вами, да, что я против вас. Я можно кидал в прошлый раз за то, что Ань, вы да вот понимали. нам бы такие броски с нежитью. Да, там у нежити на интеллект 18 было. Я Удивился. Да нет, где там 18 на интеллект, не было такого. не, на кубе было 18, я про это. Да там ну, один, на кубе там это. один зомби, там Там- один зомби 3 раза подряд. Там Это интеллект зомби, отрицательный. Это зомби, который получился из Альберта Эйнштейна. Так, ну что, у меня ход... еще я за вот этого товарища не сходила. Да. Ты знаешь, он смотрит на огонь, который появился там, где дверь. Я сейчас думаю, он попытается перепрыгнуть или пытается сейчас вылезти в окно. Пятифутовый куб, если что. Что? 5-футовый куб. Ага, я поняла. А в высоту он какой примерно? Не 5. говорится? 5 футов. Тоже в высоту также, да, 5? 5, куб 5 футов. Ага. Ширина, длина, высота. Мгм. Ну да, конечно, я поняла. Спасибо. Так, но он тогда смотрит на это пламя, он понимает, что однозначно он перепрыгивать не рискнет. Он попробует вылезти в окно. Он подбегает, сейчас направится
Так, 3, да. Даня. Ну, я не успел пока, простите. Он направляется к окну. Хьюстон, никакого проблем. Так, А, где Селин. окно? Так, А мы давайте я окна вам... не видим. Ну, я условное окно нарисую, потому что на этой Хорошо. картинке явно нет. Ну, окошко, оно вот здесь. Видно? А это... Я могу... ну, хорошо, в свой ход это сделаю, но... А у меня вопрос. Он тратит окно закрытое? Начнем с этого. Окно, да, оно закрыто, но оно стеклянное. Ну, то есть, А, теоретически единственное, он, это наверное, реально его... Нет, окна есть еще... Ну, около 3 Нет. окон где-то еще есть. нарисуешь потом, пожалуйста, ладно? Да, окей, сейчас. Ну, то есть там просто стеклянное окно, без ставень, там без всего. Да, оно без ставни. А он в него пролезет? Ну, посмотрим. Самое Он Он может интересно. разбить и крикнуть просто. А, то есть прям рядом со мной окно, отлично. А Ага. вопрос, ему нужно тратить действия для того, чтобы разбить окно? Ну, я думаю, что да. Хорошо. Мы в любом случае помешаем ему. Господа, да, в общем, этот товарищ на вас, я не знаю, что вы с ним будете делать, вот. Селин, что Ну, ты как- делаешь? Давай, бегом. Я отхожу вот сюда. Мгм. Мы поняли, что сюда отойти можно. И я, собственно говоря, использую колокольный звон, погребальный звон Ага. на... Ну вот, сейчас я даже вот так вот на Подожди, этого. подожди, а ты отходил вот с клетки, ты же был в окружении Да, там их, да? просто- То есть там просто же, будет. там атака есть по там не отойти, возможностям. Да, ты так не торопись сильно. Ребят, Хорошо. у него чистая единица опять, я не знаю, я возьму другой кубик. Я У него просто- реально... Да, я выбрасываю 3-ю единицу уже. Ну, как бы, вот, да. Ошалеть. Все, как я в прошлый раз. Причем Я это просто- получается тот, ну, как бы, за которого я выбрасываю, у него подряд 2-я единица пошла. Да, это жесть. Это разно. Как же нам везет, гайс. Так, окей. Подожди, это еще не все. Их же 3. Ну... 4. А. 4 урона. Так, подожди. У одного под вопросом 16 попало по тебе? Подожди, Да. так он не отходил. Или отходил? Ну, только что он отошел. А ты же ему сказала, что типа вернись обратно. так Ну, Я- вернись обратно, потому что, ну, мне атаку по возможности надо сделать, потом это идет спокойно. Но он сейчас отходит, он рядом с тобой хочет встать. Хорошо. Делайте, что хотите, короче. Нет, если он, ну, то есть он по факту проводит по мне провоцированную. Да. Нет, тогда я не отхожу. Ну хорошо, тогда вставай. Вставай обратно тогда. 4 урона вот по этому. Который справа от меня. Я его подрисовал. Слушай, а чуть-чуть. почему у меня до сих пор эта штука не обновилась? У меня что-то тормозит, я сейчас нажму обновить. Так, все. Но у меня пропал звук зато. после Звук этого. есть. Ну, я имею в виду Есть. здесь для зрителей. Пока другое сопровождение сделаю. Вот. Так, Ну, все, он нанес 4 урона. Так, кому кто? Подожди, Селин, давай, что ты делал? Я нанес, вот я фиолетовым зарисовал бандюга. Я ему Но вы не 4 урона нанес. черкаете, ну потом, блин, это же все остается, как мы потом? Ну, А это нельзя убрать никак? Нет. нет, блин. Ну, вы Извините, я только, не знал. вы можете это все стереть, если вы будете. А как стереть? Ну, поищите Не, там. не можем. Не можем, да? Не можем. Печально. Но я не знаю, как это стирать, во всяком случае, я пытался. Ну, попробуйте выделить объект и бэкспайсом или дилейтом. Ну, только сейчас... Ну, попробуйте. Да, Так. можно. Мгм. Можно. Как?
Ну, выделяешь вверх и backspace. А, да? Да. Так, что? Твой... Да. Селин, Точнее. еще раз, что у тебя там на атаку было и что ты вообще делал? Я... Ну, я попал, насколько я понял, и нанес 4 урона. Как ты понял, попал ты или не попал? Если сколько у тебя Ты атак? сказала. Так, Атака у меня. единица была на провоцированную атаку, а не на этот. Нет, это все, А. это я за их кидал. Когда у тебя была заявка первая, ты отходишь. Я сказала, подожди, ты еще не переместился, потому что по тебе провоцированная атака. Я бросила Что-то за я не всех понял. троих атаку, и ты сказал, ой, я не буду отходить, я останусь. Все, тогда с тебя мудрость. Спас бросок. Он не Меня проходит, выбрасывает. он выбрасывает 2 на кубе. Не сильно лучше. Так. Это сколько? 6 урона. Некромантии. 6, Мгм. 6. 6. Ты тоже звоном, да, по нему? Да. Он также хватается за голову, в ушах у него звенит какой-то очень страшный звон, он тоже так же кричит, как кричал первый, и ты видишь то, что ему очень больно сейчас. Яркус, что ты будешь делать? Я вот бью товарища, которого они вместе колотят. Ага, давай. — 19 попал. Однозначно. Как же нам везет. 18 урона. Как ты хочешь это 18 сделать? урона. Как ты хочешь это сделать? Я его разрубаю секирой от макушки до пяток, прям так надвое, чтобы он развалился на 2 половинки. Он разваливается на 2 части и умирает. А какой? По кому били? Все, я их убираю. Ага, Тех, кого убрали, я их стираю. Господа, а уберите, пожалуйста, коляки-маляки вот по центру экрана, а то бесят. Спасибо. Пожалуйста. Так, дальше расходит Нахт. Вопрос, что передо мной? Это стол? Что это вообще? Это стол. Это стол, да? Мгм. Тогда Ну, как я барная стойка, продвиг- скорее. Я продвигаюсь вот так к окну, но буду использовать огонечек свой вот в этой точке. Прям перед ним. Так, ага, принято. Так, все, на этом твой ход закончен, правильно? Да. Вы видите, буду как убирать. Грелха Нет, продолжает. огонь-то оставь. Ты использовал огонь или нет? Да-да-да. У тебя 2 раза огня разве можно быть в нескольких точках? Нет, я имею в виду, вот тот пропадает. Тот пропадает? Да. А если он сейчас в дверь побежит назад? А там, ну, блин. Пусть метается. Он сейчас так и будет бегать. Так он пока бегает, мы тут сейчас этих всех Да, убираем. он пока бегает, мы тут сейчас с этими разберемся. Ну ладно. Меня больше Грелх смущает. Она очень медленно идет к вам. Так, тот, который рядом с Селином, он пытается атаковать Селина. Его уже начинает потихоньку бесить то, что он не может попасть. Это 20 на попадание. Минус И Селин. 3 единицы урона. И все? Да. Что? Тот, который Нас- стоит рядом с Яргусом, это тоже 20 на попадание. Они, походу, тоже на сушеной репе живут. 5 единиц урона. Яргус, слышишь, да? Я вообще ставлю себе, если вы Ага. не видите. Мы не видим, это только ты видишь показатели. А тот, который рядом с этим, господи, с огнем, он действительно побежал опять обратно к выходу, когда увидел, что там пламя погасло. 5, 6. Пусть метается, короче. Мгм.
Так, ну теперь снова Селин. Так, напомни мне, пожалуйста, сколько хп осталось у данного товарища сверху от меня. А ты не знаешь. Ну, Нет, в как он плане, выглядит? его уже кто-то бил? Так, это который сверху Это от который тебя. сверху от меня. Ну, он выглядит абсолютно здоровым сейчас. Угу, хорошо. Так, а напомни, сколько у тебя хп, Серег? У меня 18 осталось. 18. А максимум? 23. Не надо так Всё. хилить его. Да-да-да, я возьми запомнил. Вот этого, который ниже чем Яргус. Да, окей. Так, подожди, сейчас ход Селина, да? Да, Мгм. я, в общем, использую третий раз подряд погребальный звон, но на нижнего, который стоит ниже, чем Яргус. Ага, поняла, принято. Спас бросок мудрости, верно? Мудрость, мудрость. Так, сейчас я проверю, что у меня с мудростью. Это 7. Стопроцентный промах. Мгм. Ну, то есть попадание. Если Бросаю ты урон. высоко. Так, он не коцанный. Да, он целый. Ой, Да, ой. простите, Они я думал. оба целые сейчас. Окей. 7 урона некромантии. Угу, есть. Он также хватается за голову и также кричит от боли. Ты видишь то, что ему прям плохо. Яргус? Да, бью того, который на 6 часов от меня. Принято. Бросай на попадание. 8 плюс 5, 13. Ты... Плюс... Подожди. У меня... Сейчас я от ярости посмотрю, я не помню, у меня есть от ярости. Да, нет, подожди, от ярости у тебя на попадание нет. Ну, значит, смотри. соответственно, К атаке, 13. нет. К атаке ты добавляешь бонус мастерства. Господи, сейчас. Силу. Модификатор силы своей, бонус мастерства. И как его, у тебя секира плюс 1 еще оттуда. То есть ты 6 должен прибавить. Всё, плюс 1 секир, я этого не учитываю. Так, окей, ладно. Так, подожди. Сейчас, секунду, разберусь. А бонус мастерства это вообще чё, где? Это 2. У тебя плюс 2. Бонус мастерства указывается в кружочке на листе персонажа. Нашел, да? Ну, значит, соответственно, 16 тогда получается. Да, 8 это плюс попадает. Давай урон. 8. А! Но подожди, к ней же нужно, по-моему, прибавить 6, поэтому 7 урона это неплохо. Ну да. По нему шестерку, проходит но 7 всё равно. урона. Все равно. Ты целишься по Ну, нему ну. своей секирой, ты знаешь, замахиваешься, ты хочешь сделать с ним также искромсать фарш, как и других его собратьев, но, видимо, он как-то уклоняется из последних сил, и твоя секира в последний момент соскальзывает с его доспеха и, к сожалению, не наносит столько урона, сколько тебе бы хотелось, но, однако, он сильно ранен, из него сейчас капает кровь, и он оглядывается в поисках спасения. Нахт, что ты будешь делать? Что я могу делать? Мы будем играть в кошки-мышки с убегающим разбойником. Ну, в общем, можешь не рисовать, ты просто перемещаешь пламя на дверь, верно? Да. Все, принято. Так, ну, смотрите, что сейчас будут делать эти товарищи. Грелха сейчас также она медленно идет к вам, вот, размахивая своей скалкой, явно намереваясь покончить с беспорядком, который вы здесь все учинили. Тот товарищ, который убегал к двери, он обратно метнулся сейчас к окошку. Тот, которого бил Яргус, он рискнет, и он попытается все-таки сбежать. Сделай, пожалуйста, провоцированную атаку, Яргус. Это попал. Это Может, попал. да. Попал, убил. Так, Попал, это убил.
Пятнашка. Как ты хочешь это сделать? Я ему отрубаю ноги, чтобы не бегал. Принято. Ты видишь, как он собирается просто побежать от тебя, только он собрался, он стартанул, ты его, знаешь, одной рукой так ловишь за его плащ, так подтягиваешь к себе, потом потом перехватываешь секиру двумя руками и просто размахиваешься и по нему просто его пригвождаешь к земле. Вот. На этом его песня спета. Тот, который остался стоять сзади Селина, он смотрит то направо, то налево, оценивая, кого он боится больше, хозяйку таверны или все-таки Селина. Он однозначно... Ну, там проблема в том, что если он побежит мимо Селина и Яргуса он явно боится больше. Вот. И он смотрит то на одного орка, то на второго. Ему вообще не улыбается ни с тем, ни другим тягаться, поэтому он просто сиганет через вот эту барную стойку, он потратит действие на то, чтобы на нее взобраться, перепрыгнуть и переместиться вот сюда. Он сейчас направляется куда-то, скорее всего, к выходу. На этом их ход закончен. Селин, снова ты ходишь, что ты будешь делать? А можно я уточню быстренько? Да. Он направляется к выходу или к ближайшему окну? А он пока еще не знает сам, он пока бежит. Просто куда глаза Хорошо. глядят. Так. Ребят, быстро вопрос задам. Кто для нас страшнее? Вот эта женщина или два разбойника? А женщину мы вообще трогать не будем. Мы сейчас Да, мы разбойников женщину убьем. пока не трогаем, да. Мы сейчас разбойников убьем и скажем, что типа все, никто не буянит. Ладно, я вас понял. Так, Чтобы не буянили. в таком случае я встаю в такую позу, как будто я собираюсь, как будто мячик кинуть. В моей руке появляется объемная сфера, Ага. и Не я пожалуйста. эту сферу запускаю прямиком в вот в этого разбойника, который убегает. Это... Который через барную стойку перепрыгнул, правильно? Да. Ага. Лучше нет, ребят. Если достреливаешь, лучше другого. А Ну, я пусть он до делает, того- что хочет. Давай. Ты сделаешь глупость. Я бы Нет, до с одним того я не справлюсь. доснулся. Так, что Вот. с меня? Давай. Это попадание. Это попадание, да. Что там еще раз? Я просто... У меня куда-то звук ушел. Сколько у тебя попадания? А я не кидал еще, вот я кидаю. Ну, так давай. Сколько это? 16. плюс... У тебя плюс 5 Плюс. на атаку, да? Плюс 6, по-моему. Ну да. По-моему, да. 6. Но это однозначно попадает. Прям можно забить даже. Давай урон. Да, урон. Так, это 4К6, да, по-моему, Дань? Да-да-да, 4К6. 4К6. Э, 11 урона. Принято. Я добавлю, это заклинание дает эффект, что разбойник начинает светиться определенным цветом. Короче, следующая Да-да-да. атака на попадание по нему будет с преимуществом. Поняла. Так. Он вообще себя как чувствует? Он чувствует себя сильно раненым. Так, дальше у нас Яргус. Яргус, что ты будешь делать? Я кричу Яргусу, лучше задержать нижнего. Ну вот да, я и пойду к нему, да. Так. Да, я подошел и говорю, иди сюда, друган. Так, давай сейчас подожди, я сейчас твою аватарку тоже перемещу куда-нибудь вот сюда. Так, но ты до него не доходишь, да? Правильно я понимаю? Вот, на 6 я сходил на 6 клеток. Ага, теперь Одну с Нахт. крестом. Нахт.
Хорошо. Слушай, да, точно. Согласен, секунду. С рывком. Вот так вот. О, давай. Но ты действие потратил на рывок, правильно? Ну, так, а я бы его и так не Не, использовал. я просто действие, да. уточняю, у тебя нет никаких спецспособностей, да, что... Ага, все хорошо. Нет, способности нету. Так, Нахт. Я оцениваю ситуацию и... Как? Ну... Я могу понять, если верхний разбойник побежит к верхнему окну, он успеет добежать? Я хочу это оценить. Ну, слушай, там ты видишь, что у этого окна, собственно, там кухня располагается, то есть ему надо будет как минимум забраться куда-то, да, ну, то есть он Один за ход он не за успеет одно добежать. действие точно нет. Хорошо, тогда разбойника, который нижний, не прям в нем, хотя нет, прям в нем. Вот прям в нем появляется огонь. Угу. Это Напомнишь? спас-бросок ловкости. Ловкость. Спас-бросок ловкости. Он его проваливает. Урон? Сейчас, секунду, это 1d8. 3 урона огнем. Хреновый какой-то у тебя огонь. Ну как, он нам сейчас всю игру считай. Ну, Но да. ты видишь, что под ним появляется пламя, он начинает приплясывать и ногами пытается затушить этот огонь. Так, Все, я не двигаюсь. ага, принято. Так, ну посмотрим. Я думаю, что вот этот разбойник, он сейчас сделает рывок. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Он рывком достигает двери. Я Так, не вышел еще. а тот, который стоит рядом с окошком, он перебирается на клетку, где нет огня, и действием вылезает в окно. Провоцированная атака. Да, Яргус, у тебя провоцированная атака. Подожди секунду. Он действие надо, ты сказал, чтобы открыть Ну окно. да, чтобы Да, его разбить. Оно же закрыто. Да, ты же сказал, что надо Да, открыть окно. да. Окей. В таком случае сейчас он давайте на попадание. Да, он попадает по окну и, скажем, у него КД. Да, он успешно за одно действие умудряется своим мечом разбить это окно. Вот. Но чтобы выпрыгнуть в него, ему потребуется еще одно действие. Так, Приход. сейчас Селин. Ребят, Я- нам надо подождите. срочно огонь под дверью. Подождите, я же нашу орочку не передвинула. Давай. Да, Ребят, нам всё. нужно срочно огонь под дверью. И отойдите от арчихи пока. Хорошо, Да-да-да, я кричу Селину, долбани того, который около двери. Нам надо огонь там лучше. Вы его все равно не убьете. Но он покоцанный, убьем. по идее. Он может и убьем, он коцанный, да. Блин, не знаю, нам огонь там надо, а то сейчас свалит, и там, наверное, к нам еще набегут. Мы, конечно, их, может, и вынесем, но не хочется, надоело уже. Сейчас сделаем. Так. Я предлагаю тебе отойти. Отойти-то это понятно. Я быстренько смотрю. Дальность? Да, дальность своего колокольного звона. Сейчас поможем. Дальность 60 футов. 12 клеток. 12 клеток. Мгм. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Так, 7. Юль, а я чисто теоретически вот через этот стул могу пробежать просто? Ну, типа, это ж стул, да? Да. Это не препятствие, то есть я условно Мгм. раз... Ой, я что-то не тем бегу. Вот так вот. Угу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Принято. Я тут до него дотянусь, нет? 1, Конечно, 2, дотянешь. 3, Да, 4, да. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Да, дотянусь. Тот, который у двери, правильно? Да, Мгм. я концентрируюсь намного сильнее, чем в прошлые разы, так как цель стоит дальше от меня. Я складываю ровно ту же печать, что и в прошлые разы, и рядом с его ушами начинает бить колокол. Спас бросок мудрости.
Так, секунду. Это 12. Получается, я на урон бросаю. Угу, давай. Он коцанный, поэтому до 12. 6 урона. Принято. Ты Он жив? видишь, да, он жив, он буквально, наверное, на последнем издыхании. Так, но посмотрим, что будет делать Яргус сначала. А что, Ягус будет бить этого товарища, который... Так, знаешь, что я сделаю? Во-первых, я вот так сделаю. Ага, около окна во-вторых, ставишь. Кстати, прости, пожалуйста, я вмешаюсь. Он ведь окончил ход в огне. Получается, да. Тогда еще один спас бросок ловкости. Я думал, он переместится прям ближе к окну, но... Окей. Так, секунду, я уточню ловкость. Ага, 14. Ничего не происходит. Окей. Так, давай, В Яргус. общем, я бью этого товарища, да. Давай. 10 плюс 8, 18. Ну, 8 это что-то больно много, плюс 6, наверное, нет? Плюс 6, да. Но в любом случае это по нему попадает. Ну, попал. Двенашка. О, хорошо. 16. Так, сейчас, подожди. Математика 16. занимательная. Ты знаешь, ты ему отрубаешь обе руки. Вот, он Отлично. сейчас истекает кровью, да, ему сейчас очень больно. Нахт, что ты будешь делать? Я сейчас, прости, я сейчас математические расчеты с движением. Давай помогу. Так, сейчас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. Отлично. Тогда я двигаюсь вот, кажется, в эту клетку. И это прям край... Так, да. Ага. И это край, где я достаю до двери огнем. Угу. Даже вот в Ну, эту это- клетку. На дверь хочешь Подожди, принести ты раньше огонь. На дверь, да. Вставал из другой клетки до двери огнем. Так ты, бы щас. мог, ты бы мог Одну прям на секунду. него, он почти сдох. Нет, я в дверь. Ну, окей. Так, а прости, у тебя дальность какая? Он отошел. Он уже вернулся. Я вернулся, и сейчас, у меня дальность 60 футов. Ага, поняла. Я хочу в дверь скастануть. Да, как Ну, как раз. в прошлый Давай, раз, давай, короче. давай, да. Получается. Ну, Всё, в общем, больше неважно, да? Все, мы сходили. Так, сейчас надо подумать. Грелх приближается к вам стремительно. Тот, который стоял около двери, смотрит на обстановку, он рывком скорее сейчас перебежит к другому окну. Так, переместиться вот сюда. Так, а тот, который стоит Без рядом без рук, ну, поскольку он уже выбил окно, знаешь, он попытается... Блин, а что ему делать-то? Цуцланг. Он просто рванет сейчас к двери, ему пофиг уже на все. Давай провоцированную атаку по нему. — 19. Давай, до свидания. Добивай его. 8. Как ты хочешь это сделать? Я ему еще и ноги отрублю. Принято. Он... Да за что? Да, в общем... Он пытается убежать, я ему рублю секиры по ногам, в общем, и он просто как сосиска падает без ног и без рук на землю, в общем, вот.
Ты знаешь, грустный. это просто сейчас была сцена из Монти Пайтон «Священный Грааль», когда они сражались с Черным рыцарем, когда такой: защищайся, я черный рыцарь, но я же отрубил тебе руку, ну и что, я все равно могу сражаться, но я же отрубил тебе вторую руку, ну и что, я тебя буду запинаю насмерть, отрубил ему вторые ноги, а ну постой, я сейчас тебя закусаю насмерть. Почему этого не получилось? Да, и, в общем, ты его добил. Нахт, ты теперь ходишь. А Селин нет? Мой ход. Так, впереди. подождите, сейчас же Яргус ходил. Нет, Подожди, сейчас сейчас же это была провоцированная провоцированная атака. Пардон, тогда Селин, Да-да-да. конечно, да. Ребят, мега короткое совещание. Мы с этой орчихой не договоримся. Почему? Давай, Мы давай, убежим от нее. Мы убежим от нее. Слушай, Да, ну так вот мы выбежим на улицу, она же за нами пойдет. Если давай что, по бей ситуации. верхнего. Да, бей верхнего, по ситуации. Ну Сейчас это решим. понятно, но я Давай, просто... давай Беги от нее. Слышь, и беги от нее. Я, короче, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я прям за спину к нему встаю. И прям буквально в спину ему кастую погребальный звон. Спас бросок мудрости. Это 15. Ничего не происходит. Яргус? Да. Так. Сейчас он провоцированную атаку схавает. Я, значит, соответственно, с броском, ну, в смысле, с рывком. Ага. Так, сейчас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так вот. Ага. Все. Так, окей, Нахт. Я осведомлюсь. Сейчас пламя, оно ведь, ну, типа, оно ничто не подожгло. Ну, это от тебя зависит. Ты вообще Ну, его значит, ничего не перемещал туда-сюда. Вот, Значит, но ничего не подожгло. около двери сейчас оно было чаще всего там уже, знаешь, такая проталинка уже, я знаешь, такая убираю. нормальная. Ага. Не требуется никакого действия на снятие Мгм. концентрации. Я передвигаюсь на раз, два, три, четыре, пять, шесть. И даже вот сюда вот. 6. Ага. И буду огненным снарядом по убегающему. Мгм. Давай. Это на попадание. Это заговор? Да, это заговор. Это... Ну, это много, это Это 22. попадает, это попадает, да. Это 1К10. Это немного, это 1. Он, знаешь, подпаляет ему одежду немножко. То есть это без модификаторов, прям единица, да? Ну, Прям единица. все, учла. Да, действительно, ему подпалили только одежду. Так, что же он будет делать? Ну, во-первых, Грелха, видя, что все побежали куда-то в другую сторону, она сейчас развернется, пойдет обратно. Это знаешь, мощная такой танк женщина. медленный. Да-да-да. Ну просто с ее комплекцией ей тяжело быстро ходить. Не издевайтесь над бедной женщиной. Так. Наш бандит, я думаю, что он попытается сейчас перемахнуть вот через эту стойку действия. Провоцированная атака, не? Да. Да. Давай провоцированную атаку. Ну, ты рукой провоцированную атаку бить будешь? Ну, как бы я не могу быстро просто булаву вытащить и ему... Нет? Ну, то есть просто рукой. Ну, по факту. смотри, у тебя сейчас в руках что было? Ничего. Ну, посох, считай. Ну, посохом, значит, ты можешь провоцированную атаку сделать в меня. Я бы просто- Угу. Так, на попадание D20. 14. Так, попадает. Давай, посохом. Так, а у посоха... Смотри, Это, ну, ты С можешь какими руками его держишь? одной рукой или 1 до 6, двумя? наверное. Двумя, наверное. Ну, я думаю, Ну, да. скорее одной, потому что ты эти печати складывал. 1 до 6, наверное. Ну, слушай, он же сложил печати, это много времени не занимает, а перехватить посох, это даже, ну, никакого бонусного действия, это, по сути, Ну свободным да. действием. Нет. Я не думаю, что это прям какое-то супер действие, это как свободное. 7 урона.
Как ты хочешь это сделать? Добивай его. А, Да? Я, казалось бы, не старался даже особо сильно бить. Я ударил ему по голове, но урон оказался фатальным. Да, он, видимо, его просто вы доконали, ребят. И вы его гоняли по всей таверне от одного окна до двери, от двери обратно до окна. И просто уже этот удар посохом набалдашником по голове уже просто был финалочкой, и он просто сваливается без сознания. Он отъезжает. Итак, вы зачистили всю эту таверну. Вы Мы видите... вышли из инициативы. Что? Я думаю, да, Мы мы вышли- можем выйти из инициативы, пока вы здесь. Вы видите, как эта орочка подходит к вам. Да я вас сейчас тут этой скалкой всех! Вы что тут устроили? Кто эти тела убирать будет? Пошли вон из моей таверны! Что вы тут устроили? Пошли вон! Я выхожу вон. Красотка, перестань буянить. Если хочешь, чтобы ты, ну, мы тебе можем помочь убрать весь бардак. Ты сама видела, мы не хотели никаких драк. Просто твои головорезы тут вот решили иначе. Мы просто зашли тебя уйти, поболтать. Вот, собственно говоря. А так получилось, мы не хотели. Можем убраться, помочь? Не буянь. Она так смотрит. Чё, прям уберетесь? Ну, Поможем, давайте. да. Ну, давайте. Если ты ругаться не будешь. Но если Я, вы когда уберетесь, то я возвращаюсь, не могу буду играть. ругаться. Если вы уберетесь, я вам еще игрок налью в добавке. Отлично. Ребят, давайте все это вытащим вон куда-нибудь во двор. Чтоб тут это... Так они Я- нас увидят. Кто? И что? Те Мы их тоже черти. забьем. И что? Увидят и увидят. Если они Давайте. увидят... Понимаешь, если они увидят, что мы вытаскиваем по нескольку трупов из таверны, Если что, 6. вот, я думаю, что они Ну да, не там. очень захотят с нами общаться. Вы знаете, Что-то я мне думаю, подсказывает. что они в любом случае уже слышали звук разбитого окна и какие-то вопли отсюда просто. Там, потому что те люди, которых вы расчленяли, они кричали очень-очень громко и сильно. Так что я думаю, Они что их весь кричали? Фанделин слышал. Зачем они кричали? Мы не хотели, чтобы они кричали. У нас не было такого. В общем, мы тогда это помогаем убрать весь этот беспорядок. Вот. Я, получается... А я могу чисто теоретически 2 трупа взять? Наверное, нет. А за ноги почему? За одну ногу, за другую ногу. Да. И повытаскиваем их так сейчас всех. В общем, мы выходим из таверни, каждый тащит с собой по 2 трупа. Ладно, окей. Да, Ну все да, согласны, все делают. Да. Сейчас тогда мы вас перенесем. Так, а как мы вас перенесем? Сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку. Слушай, Дань, Да. я танцую пьяный на стуке. Ну, мы думаем. Да, они там реально на стойке просто втроем залезли. Да реально. Жесткий флекс. Эти разбежались уже, да? Ничего себе, у нас орк поменялся. Да, кстати. Подождите, сейчас. Фига, он вымахал чисто. Спокойно. Сейчас. Это орк другой. Сейчас я вам вашего верну. Подождите. Так. О, вот это другое Да. дело. И у тебя, кстати, зависло все на этом, на экране. Сейчас поменяю все. Подождите, у меня всего 2 руки. Да. Не, я просто говорю. Я догадываюсь, что В любом случае, это на 2 руки больше, чем у бандитов. Вы пока там свое здоровье запишите. У меня... Ловлю. 7. Ну, вот в этих вот. Ты вообще молчи, сиди. Я в кошки-мышки играл. Там чувак к двери, к окну, к двери, к окну. На самом деле, если бы он бы в самом начале позвал бы тех 4, у нас могли бы быть проблемы. Ну да, кстати.
А так вообще что-то налегке. Они Но- там что-то 1, 1, 1, мы тут что-то 20, 20, 20. Но слушай, он же никуда не вышел в результате, мы же его законтрили, поэтому все Да. нормально. Так, ну Стопудово что? Юля хотела, чтобы они к нам пришли еще пачкой. Да-да-да. Так, ну что, мы остаемся тогда в порядке инициативы пока, да? Вы сейчас Да. выходите, В каком порядке инициативы? Подожди, мы вытаскиваем трупы из таверни. но на всякий случай мы остаемся просто в том порядке инициативы, который был. Да. На какой Вы- случай, Юль? Да, я поняла. Вы выходите сейчас просто из таверны, вы несете по 2 трупа каждый, вот. Товарищи Мгм. смотрят на вас, это все видят, собственно. Ну, они однозначно вас попытаются атаковать. Нихера себе. Да. А я могу Смелые, прям вот смелые сюда вот ребята. в кусты встать. Я вот так вот встану. Юля, а их не смущают трупы, Юль? Ну, давайте посмотрим. Давайте, вы пытаетесь... Так, сейчас. Если это устрашение, то... Как это? На запугивание вам нужно проверку кинуть. Я могу кинуть на запугивание. Я думаю, я хочу, знаешь, что сделать? Бросай, и я пусть тебе хочу- кто-то поможет из ребят. Я хочу помогаю. фокусами себе. Я по факту первый выхожу. Я хочу Мгм. фокусами себе глаза сделать прям, знаешь, прям горящие глаза. Ага, давай. Я с преимуществом кидаю. Давай. 2d20. Это Это однозначно, не- можешь даже там 19, это как бы 100 пудов. Они просто видят, как ты выходишь, и они все разбегаются. Прекрасно. Да. Вообще шикарно. Мы на таком легке просто. Итак, вы расправились с бандитами. Вы видите, как из-за камня показывается мальчик Карп, с которым вы уже познакомились. Он так подходит к вам и говорит: я видел, я наблюдал за вами, как вы сражались с теми плохими дядями. И это было очень страшно. Вы такие страшные все. Но их же еще больше. Вам все равно нужно пройти в скрытности по секретному ходу. Пойдемте со мной, я вам все покажу. Да, ща, 5 секунд. В общем, я прошу, чтобы меня подождали, а сам хочу подойти, пару слов с Арчихой перекинуться. А давай. Вот. В общем, меня ждут ребят на улице, я захожу в таверню, говорю: вот, видишь, красотка, все, мы всех убрали, в общем, это как и обещали, в общем, не ругайся на нас, мы не хотели. Ну Тебе тут всё все, разносить. зачет. Ну тогда с меня всегда бесплатная выпивка. Заходи, красавчик. Супер, спасибо тебе огромное. Скажи, пожалуйста, тебе вообще эти ребята сильно нравились, которые тут были, или они тебя тут как-то обижали? Ну, слушай, как тебе сказать? Ну, они мне делают выручку. Я за последние несколько лет столько не зарабатывал, сколько за последние несколько месяцев, с тех пор, как они появились в Фандалине. Так что я не жалуюсь. У меня прибыли пошли, хорошо. Понятненько. Слушай-ка, а ты можешь подсказать вообще, это кто у них главный, ты где его искать? Кто у них главный? Я слышала его кликуху, зовут его Стеклянным Посохом. Эти вот парни, которые тут обычно выпивают. Говорят, слишком резкий такой товарищ, вы аккуратней там с ними. Знакомая уже. Спасибо. А где искать, не знаешь? Да, говорят, что они вот в этом поместье заброшенном обитаются. Но только это секрет, так что ты особо там не трепли, чтобы они не прознали. Да, я тебя не видел, ты меня не видел. Спасибо, дорогуша. Все, увидимся, хорошего дня. Вот. В общем, я выхожу довольный, информация собрана. Вот. Так, окей, господа. Чё, погнали, посмотрим, что нам там мальчик покажет хорошего. Как Ну, думаете? Как бы
причин ему не верить я не вижу, потому что Пошлите на... посмотрим, да. Я тоже, Пошлите, пойду. да, я Пошли, думаю, что пошли. хуже нам не будет. Да, пошлите посмотрим, что там происходит. Хотя, ну, не, пофиг. Просто сейчас еще файты я принимать точно не хочу, потому что хп мало. Прям мало Заклинаний нету. Ну А? слушай, У меня заклинание есть. нам хотя бы место посмотреть. Сейчас Ну уже да, да. много. Мы сейчас же будем сессию-то заканчивать, поэтому нам хотя бы место посмотреть. Вот. Да, вы видите, что Карп вас Юль, проводит. зачем ты нарисовала север, юг, запад и восток? Ты думаешь, кто-то не знает, где север, юг, запад и Это восток? я на всякий случай. Я ничего не рисовала. Если ты думаешь, что у меня есть время тут художествами заниматься, ты сильно ошибаешься. Я- Я в перерывчик тут сидел, думал, что поделать, я вон там нафигачил уже. Ясно. Ладно, в общем, что, мы идем тогда смотреть. Пошли, пошли. Он Йоу. вас... Да-да-да. Он... Да, Щас, идем смотреть. Подождите, Ага. подождите, сейчас. У нас, кстати, все еще зловещая музыка играет, если что. Я про вас забыла, сорян, ребят. Спасибо. И она у меня тут заиграла. Как интересно. Так. Мальчик Карп проводит вас среди полей. Вы выходите куда-то на задворки, за огороды. Он ведет вас на свою ферму. Открывает какие-то секретные калиточки, которые сзади его забора. Вы проходите чуть дальше, ближе к каким-то диким зарослям, находите пересохший ручей, вы видите там порезанную канализационную решетку, из которой просто фрагменты целые отсутствуют, и через которую можно спокойно пройти туда дальше в канализацию. Он манит вас с собой, вы идете за ним, проходите в тьму этой канализации. Какое-то время вы около нескольких минут всего, на самом деле, там тратите 5-10 минут, выходите на поверхность и оказываетесь около... Даже, знаете, нет, пожалуй, вы даже на поверхности не выходите. Скорее, тот проход, он из какой-то трубы, он превращается уже просто в какую-то, ну, как пещера, да, там просто везде земля вокруг, и он как туннель шириной 5 метров где-то, 5 метров, 5 шагов, 5 футов, вы идете вперед и выходите к большому, ну, как в пещере, но там разлом. Сейчас я вам все покажу.